Сегодня хочу поделиться проверенным рецептом. Это картофельная запеканка с мясной начинкой. Блюдо простое, но каждый раз получается таким аппетитным, что тарелки пустеют очень быстро. Многие зрители в комментариях пишут, что иногда просто не знают, что приготовить на ужин быстро и вкусно, чтобы и не заморачиваться, и всей семье понравилось. Вот этот рецепт как раз такой, без лишних сложностей, но результат радует всегда. Сначала займусь картошкой. Я ее заранее почистила, теперь нарезаю крупными кусочками и складываю в кастрюлю. Для таких блюд обычно беру картофель, который хорошо разваривается, чтобы потом пюре было нежным и воздушным. Заливаю холодной водой и ставлю на средний огонь и даю закипеть. А пока картошка варится, начинаю готовить начинку. Кстати, хочу сказать огромное спасибо за ваши лайки после просмотра видео. Это не просто приятные сердечки под роликом, от этого зависит развитие канала. Так что благодарю вас заранее за поддержку. А теперь возвращаюсь к фаршу. В сковородку выкладываю фарш, добавляю соль, немного молотого черного перца и тушу все это на среднем огне. Я люблю, когда фарш получается не сухим, поэтому стараюсь не передерживать. Сегодня под рукой оказалась морковь, один свежий помидор и зеленый горошек. Горошек у меня свежий, купила на рынке и сразу решила добавить. Если у вас консервированный, смело используйте его, просто кладите ближе к концу приготовления. А если вдруг нет помидора, замените его томатной пастой. Буквально 2-3 столовые ложки дадут яркий вкус и цвет. Пока фарш тушится, добавлю к нему морковь, помидор и горошек. Здесь процесс нарезки не показываю, чтобы ускорить время просмотра. Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях под этим видео. Все перемешиваю, накрываю крышкой и оставляю минут на 7. Получается очень ароматная подливка. И в самом конце добавляю 2-3 зубчика чеснока. Получается начинка, которая идеально сочетается с картошкой. Пишите в комментариях, какую начинку вы чаще берете для запеканок. Может, кто-то добавляет грибы, кто-то кабачки или баклажаны. Картошка уже сварилась. Сливаю почти всю воду, но немного оставляю, чтобы пюре получилось мягким. Дальше делаю пюре. В самом конце добавляю кусочек сливочного масла. Это не обязательно, но картошка получается с более сливочным вкусом. Для большей насыщенности еще добавляю натертый сыр. Часть вмешиваю прямо в пюре, а большую часть откладываю для верхнего слоя. Сыр в таких блюдах работает просто идеально. Он соединяет все ингредиенты и дает красивую золотистую корочку. Теперь беру форму для запекания. Первым слоем выкладываю мясную начинку с овощами и соусом. Сверху распределяю картофельное пюре, аккуратно разравниваю ложкой и присыпаю оставшимся сыром. Ставлю форму в духовку. Духовку заранее разогрела до 180 градусов. Запекаться все будет примерно 20 минут, но вы смотрите по своей духовке. Иногда требуется чуть больше времени. Главное дождаться красивой золотистой корочки сверху. Удобно, что все готовится в одной форме. Я люблю такие рецепты за их практичность. Минимум посуды и максимум вкуса. Кстати, у этого блюда есть еще одно преимущество. Его можно менять под себя. Хотите более диетический вариант, возьмите куриный фарш или меньше сыра. Любите сытные блюда? Добавьте больше сливочного масла или возьмите мясо пожирнее. А можно приготовить маленькие порционные запеканки или в формочках для кексов. Это будет отличный вариант подачи. И еще хочу сказать спасибо каждому, кто делится моими рецептами. Когда вы отправляете видео друзьям, это очень помогает каналу. А для меня это знак, что рецепт действительно понравился. Вам покажу запеканку, которая уже немного остыла. Так хорошо видно слои и аккуратный разрез. Можно разглядеть, как картофельное пюре держит форму. Так что попробуйте этот вариант, пишите свои идеи и делитесь результатами. Приятного аппетита!